Всем привет из Ирландии. Воссоединение семьи в Ирландии. Возможно это, да? Как это сделать и вообще как это все происходит? Много у меня вопросов было в личные сообщения по этому поводу, потому что многие уже живут, да, в Ирландии год, два, кто даже три. И многие задумываются о том, чтобы к ним в гости приехали родственники. Возможно, приехали даже не на неделю, не на 2 недели, а на месяц, на 2, на полгода. Возможно ли это? И важно ли первая, вторая линия? Важно ли человек совершеннолетний или нет. То есть все вот эти нюансы многие спрашивают, потому что хотят, да, чтобы их родственники к ним приехали. Смотрите, расскажу все по порядку. Если вы живете в государственном жилье, то есть это в лагере, либо в размещении, там, в хостеле, в отеле и так далее. То есть если это государственное размещение, АРП и аренду жилья за свои деньги мы не берем пока. Мы только берем во внимание лагерь и размещение от государства. Это то жилье, которое вы не можете покидать более чем на одни сутки. То есть, если вы понимаете, чтобы было вам более понятнее. Вот смотрите, вы живете, например, в каком-то хостеле, либо отеле, либо переделанном монастыре в Ирландии. Да, вы украинский беженец, и к вам, например, хочет приехать двухюродная сестра, либо родной брат в гости. Да, вы в родстве, у вас одна фамилия, то есть все понятно. Но вопрос главный, подселят ли к вам этого человека? То есть даже если вы сделаете там запрос, напишите, предупредите всех, ответ отрицательный сразу. Нет, если вы живете в государственном жилье, к вам никого не подселят. Если этот человек совершеннолетний, то это сразу исключается. То есть никак, вообще никак вы не можете повлиять. Возможно, в каких-то исключениях, если человек там, возможно, инвалид. Вот это вот под вопросом. Вот такие вот кейсы я не слышал. Если вы знаете такие вот кейсы, да, если человек живет в государственном жилье, к нему приехал в гости его родственник по первой линии, например, инвалид, да, там, колясочник, либо на костылях, то есть, ну, с первой группой, да, если что, серьезно. То есть, и как бы могут ли его подселить к этому родственнику. Вот если вы знаете о таком кейсе, то пишите в комментариях. Я лично не знаю, так что говорю ту информацию, которой сейчас владею. Дальше, если приезжает тинейджер, то есть либо ребенок несовершеннолетний, то это возможно, что к вам вы можете его взять, оформить, да, опекунство, и тогда его поселят с вами. Обратно же вопрос, да, если у вас там есть в вашем центре распределения, да, лагере, либо хостеле, либо отеле место, обратно же, ну, я думаю, они этот вопрос решат, потому что если вы становитесь опекуном официальным, да, то тогда они его не могут не поселить к вам, потому что вы отвечаете, вы в данный момент становитесь ему официальным родителем, реальным его представителем, и юридически все у вас подтверждено, да, то есть Тусла его не заберет, то есть в этом смысле вы поняли, что если человек несовершеннолетний, то это возможно. Мы говорим сейчас про государственное жилье. Дальше АРП и ваша личная аренда за ваши деньги заработанные, да, то есть как мы вот снимаем, мы переехали сейчас в новый дом, скоро будет обратно же обзор дома, так что ставьте лайки, если хотите увидеть наш новый дом, 3 бедрума, делитесь этим видео, скоро будет, также подписывайтесь на мой канал обязательно, потому что все больше и больше будет классного, позитивного, интересного, полезного контента. Дальше, живете вы по АРП, и к вам приезжает муж, например, вы выехали, да, с детьми, снимаете, например, там комнату по АРП, либо вы семья и снимаете, вам выделили дом, да, то есть вам дал хост дом по АРП программе, и вы к вам приезжают обратно же, может, ваши родители, да, в гости. Что в этом случае делать? То же самое, принцип тот же самый, и когда вы сами снимаете за свои деньги. То есть АРП и свои деньги, это там одни условия. Главное условие — это то, что вы должны предупредить обязательно своего лендлорда, либо предупредить свое агентство, что к вам приезжает в гости такой-то, такой-то человек. Смотрите, ну, если к вам приезжает, конечно, человечек на неделю, на 2, и вы снимаете за свои деньги дом, да, либо квартиру, то там, я думаю, предупреждать не надо. Следующий нюанс, который очень важен, да, я его вначале не сказал, это приезжает ли к вам в гости, либо
люди хотят защиту взять. Это две разных абсолютно момента, да, и две разных процедуры. Если человек просто в гости, то он на таможне говорит, я приехал реально в гости, ему ставит штампик, и он просто может находиться в Ирландии в течение 90 дней. Но если человек берет защиту, едет в City West, берет защиту, и там в City West говорит, да, что он хочет поехать к своим родственникам, то есть у него есть, ему не нужно жилье от государства вообще, то есть он едет либо, да, к своим родственникам по ARP, либо в съемное жилье, то есть люди сами снимают жилье. И тут вот самое важное, там могут у вас спросить, да, о том, что вписан и предупреждены ли лендлорды о том, что там будет новый жилец в прямом смысле, то есть потому что это важный этап. То есть не может человек просто приехать, да, по контракту там 3 человека, а по факту живет 5. То есть какая-либо проверка, либо сам лендлорд приезжает и заметит это, и может к вам большие быть вопросики, претензии, то есть все нужно делать по закону. И перед тем, получается, как к вам прилетает ваш родственник, вы обязаны предупредить лендлорда, и в лучшем раскладе, чтобы он там дал, если это RP, добавил его в контракт, и либо письменно подтвердил, что он не против, чтобы этот человек, да, проживал. Если это через агентство, то же самое, приходим и просим, чтобы вписали человека. Так будет проще намного человеку получить желтый лист и в дальнейшем оформить, да, все выплаты, получить PPS номер, там все эти PCR карты и так далее, потому что везде будут спрашивать, что proof адрес, то есть адрес проживания, что человек не просто на улице живет, не просто упал, да, с горы. И чтобы с этим не было проблем, вам нужно обязательно предупредить лендлорда, взять у него его номер, ну если у вас есть, да, и своему родственнику дать номер, чтобы если что, сотрудник City West либо Intreo взял, позвонил и спросил, такой-то человечек живет реально или нет, вы подтверждаете, и он скажет, да, конечно, я подтверждаю, и тогда это намного облегчит ситуацию того человека, который приехал к вам в гости, который хочет взять защиту и пока есть на время с вами, у вас пожить, да, адаптироваться, возможно, и потом съехать. Или, возможно, вы будете совместно жить там долго и счастливо. Если это несовершеннолетний человек, то процедура та же самая, предупредить лендлорда, оформить опеку на несовершеннолетнего, да, ребенка и все, забирать его к себе. То есть с несовершеннолетними немножко легче в том, что если у вас есть разрешение, да, вы опекун, то вы просто забираете его либо по ARP, либо к себе, если снимаете сами, либо в лагерь, либо в хостел, либо в другое жилье от государства. То есть вот так вот, да, я попытался вам очень внятно объяснить, что такое воссоединение семьи в Ирландии для украинских беженцев. Оно возможно, это можно делать, но нужно делать все по правилам. Если к вам приезжают родители, ну, совершеннолетние, да, родственники, и вы живете в жилье от государства, то их к вам не подселят. Если это несовершеннолетний родственник, то и вы являетесь опекуном, все оформлено, то к вам его подселят. Если вы живете по ARP и снимаете сами жилье, то если к вам приезжают совершеннолетние родственники, если лендлорд не против и согласен все вписать, все оформить как надо, то тоже проблем никаких нету. Если приезжает несовершеннолетний по ARP, либо вы сами снимаете, и у вас все документы с опекунством в порядке, то спокойно вы его забираете сами и привозите к себе и живете счастливо. Надеюсь, все будет у вас хорошо. То есть все это возможно, все это можно делать, но не приезжайте просто так. То много манипуляций, люди пытаются обмануть систему, и потом из этого ничего хорошего не происходит. Есть такие даже уникалы, мне это многие не хотят про это говорить, что люди снимают жилье в аренду, да, и втихаря оформляет на это жилье ARP. Вот так вот. То есть украинцы снимают жилье в Ирландии и предоставляют его по программе ARP. То есть, например, родственника берут, оформляют втихаря. Ну, вы понимаете, родственники, фамилии могут быть разные, да, особенно если это сестра, например, к тебе приехала, ты вышла замуж, она вышла замуж, и у вас уже разные фамилии, и она приехала, вы оформили, и все хорошо. То есть, я к тому, что не нужно таких махинаций, рано или поздно вас вычислят, вас найдут, и потом все денежки придется вернуть раз, и два, у вас уже будет плохая репутация, и потом в
дальнейшем, если вы собираетесь натурализироваться, либо подаваться на гражданство, у вас будут большие проблемы, и вас будут максимально оттягивать с этими вот всеми, да, моментами, вас будет оттягивать. То есть, если человек вместе подадитесь на все вот эти вот, да, натурализацию, потом гражданство, и человек будет чистый, ему намного раньше выдадут паспорт, чем вам, потому что вас еще будут мусолить за то, что вы где-то провтыкали и где-то сделали плохо этой прекрасной стране под названием Ирландия. Всегда на связи, держу в курсе.